Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, какие вещи ни в коем случае нельзя передавать из рук в руки. Потому что когда вы берете в свои руки вот именно эти вещи, именно эти предметы, знаете, вам таким образом подбрасывают болезни, воруют у вас денежную удачу и так далее. Поэтому очень важно, чтобы вы обращали на это особое внимание и научились такие вещи никогда не брать из рук в руки. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, поддержите нас, нам будет очень приятно. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья. Вы знаете, любая вещь в нашем окружении обладает своей энергетикой. Во время того, как мы взаимодействуем с ней, тесно переплетаем наши энергии. Есть предметы, которые портят энергетический фон дома и энергетику человека. А есть наоборот вещи, которые притягивают потоки положительных энергий, помогают приумножить то все хорошее, что есть в жизни человека, и тем самым укрепить его энергетику. Очень важно уметь окружать себя только правильными и нужными вещами, так как от этого напрямую зависит и уровень вашей жизни, количество светлых энергий, которые будут к вам поступать. Немаловажным является и то, что нужно уметь вовремя избавляться от старых, потрепанных и ненужных вещей, ведь такие вещи способны притягивать негатив в больших количествах, приумножать его и даже перекрывать поступление светлых энергий в нашу жизнь, из-за чего могут в ней начинаться проблемы как личного характера, так и финансового. Это может нарушить общение между вами и близкими для вас людьми. Нужно вовремя обновлять посуду в доме, ведь от этого зависит изобилие всего того, что будет приходить в ваш дом. Очень важно знать и уметь соблюдать все правила, учения, которые передавались годами для того, чтобы уберечь нас от всего плохого, на что может повлиять неправильное обращение с вещами. Нельзя ни в коем случае давать свои вещи другим людям, так как таким действием вы не только отдаете им свою энергетику, так сказать, в пользование, они могут забрать у вас все то, чего у них нет, а вам передастся пустота. Вы не сможете ее быстро заполнить нужными энергиями, так как это очень все-таки трудоемкое и непростое действие, которое будет зависеть от силы повреждения и от ритуалов, которые вы будете использовать для помощи себе, и даже когда вы исправите все энергетические повреждения. Избавитесь от негатива, который за это время к вам притянется. Вам нужно будет потратить еще немало времени на то, чтобы вновь начать притягивать светлые энергии и окружать себя такими вещами. Не стоит и вам одалживать чужие вещи, даже если вам хочется что-то такое иметь в своей жизни и ощутить приятные эмоции, пусть и от временного появления данной вещи в вашей жизни, но все же лучше выставить для себя правильные цели и начать следовать им. Пожелать, что вы хотите такую вещь, и подумать, что вам нужно для того, чтобы она скорее у вас появилась. А когда решите, начинайте действовать, ни при каких условиях не сбиваясь с выбранного пути. Правильная мотивация, усердие не останутся незамеченными Вселенной, и очень быстро вы получите такую вещь в свою жизнь, но уже без негативных последствий. С чужой вещью в свою жизнь вы можете забрать у человека его негатив, даже если это близкий вам друг или родственник. Вы не можете полностью знать, что делается у данного человека в доме. Вы не можете чувствовать энергии, которые его окружают, и не можете знать, что он на самом деле испытывает по отношению к вам. Все эти энергии вы ощутите только тогда, когда возьмете у данного человека какую-то вещь. Часто бывает, что такой простой и опрометчивый поступок кардинально меняет жизнь человека. От его прежней счастливой жизни, полной всего того, что у него было и что он не ценил, в результате не остается и следа. Поэтому все-таки не рискуйте, придерживайтесь правила, использовать в своей жизни только свои вещи и не смотреть на чужие. Если желаете что-то изменить, получить, действуйте. Когда вы стоите на месте, вы никогда не сможете ничего нового себе позволить. Помните об этом.
мало кому известно, но вещи, которые попадают к нам в руки, своей энергетикой сразу начинают переплетаться с нашей энергетикой, тем самым устанавливая энергетическую связь, и порой даже безобидным действием, передав что-то из рук в руки, мы можем причинить себе непоправимый вред, от последствий которого может пострадать наше энергетическое поле, а также и сама жизнь. Так, например, ни в коем случае нельзя передавать из рук в руки лук. Его нужно класть на деревянную поверхность, а человек должен сам его взять. Иначе таким действием вы заберете у того человека, которому передаете лук, возьмете все его печали, грусть, обиды, слезы и так далее. А если у него еще и на данном жизненном этапе есть какие-то моменты, которые его сильно огорчают, все это в течение 3 дней окажется еще и в вашей жизни. А вот тревожить того, кому вы передали лук, наоборот, перестанут. Если вам нужно сделать такое действие, и вы никак по-другому не можете сказать человеку, чтобы он взял его с поверхности, например, вы продавец в магазине, или возникла еще какая-то непредвиденная ситуация, после того, как вы передадите лук из рук в руки, 3 постучите по столу или дереву, и после каждого раза проговорите такие слова: «Лук из рук в руки передаю, но чужие слезы и печали взамен не беру». И пусть каждый из нас при своих энергиях останется, а с ними не расстанется. Стук по дереву поможет вам разорвать энергетическую связь с луком, а слова помогут сохранить свои энергии при себе. Также нельзя брать деньги из рук в руки. Таким действием, во-первых, вы нарушаете правила денежной энергии, так как показываете, что не готовы с ними правильно относиться, а во-вторых, если вам из рук в руки попадают деньги от человека, который всячески не желает с ними расставаться, который при этом испытывает сильную обиду и, возможно, даже злость, это перекроет поступление денежной энергии в вашу жизнь, чем притянет денежные проблемы. Они будут у вас пропадать сразу после того, как будут поступать. Это не будет зависеть даже от сумм. Если вы возьмете деньги таким способом от человека, который вам завидует, то это очень скоро приведет вас к безденежью. Нужда начнет ходить за вами следом. Придется брать кредиты, влезать в долги, чтобы хоть как-то решить эти проблемы. Но данные действия только будут усугублять ту ситуацию, в которой вы оказались. Поэтому лучше все-таки не рискуйте и деньги берите с поверхности. Точно так же их и отдавайте. Никогда ни при каких условиях не берите долги, которые вам отдает человек из рук в руки, так как эти деньги очень быстро от вас утекут, а вот проблемы со здоровьем, депрессию вы, наоборот, можете приобрести в свою жизнь. Если получается такая ситуация, что вам нужно отдать или взять деньги, а рядом нет никакой поверхности, бывают такие ситуации, правда? Используйте изгиб локтя. Используйте свою сумку, положите, и пусть человек возьмет, или то же самое попросите сделать его. Когда будете отдавать, нужно проговаривать обязательно такие слова: «Свое забираю, никакие долги не привлекаю, денежную энергию уважаю, а значит приумножаю». Это простое действие поможет вам не только сохранить свои деньги, но и сделать связь с денежной энергией более крепкой. Когда будете отдавать деньги, нужно проговорить такие слова: «Только то, что должна была, возвращаю, все свое при себе оставляю, чужого не беру, свое не отдаю». Так вы не отдадите человеку, которому отдаете деньги, свои сильные энергии, и не заберете его. Ведь они вам не нужны, так как с ними можно получить множество нехороших ситуаций и проблем. Не стоит передавать из рук в руки нож, ножницы, шампура, вилки, особенно направляя острием на человека или принимая такой предмет острием к себе, так как это разрушает моментально энергетическое поле того, на кого направлено острие, в буквальном смысле слова разрезая его. Такое энергетическое поле не просто потом восстановить, а восстановив, оно не будет таким крепким, как было ранее. Также в такой момент можно обменяться с человеком теми мыслями и пожеланиями, которые находятся в вашей голове. Другими словами, если вы или данный человек в данный момент думаете о чем-то негативном, то можете наполнить жизнь одного проблемами, бедами, что быстро притянет негатив, а значит будут влиять и на другие жизненные ситуации, которые могут быть связаны с любыми сферами жизни. Можно потерять работу, передумать воплощать прекрасные идеи в жизни,
жизнь, так как будет казаться, что уверенность в собственных силах просто-навсего ушла. Можно не сделать и важный жизненный шаг, о чем придется жалеть всю последующую жизнь. Но исправить данную ситуацию уже никогда не будет возможности. Если получается, что нужно передать такой предмет, делайте это только правой рукой, а не левой. В данный момент скрестите два пальца, мизинец и безымянный, проговорите при этом трижды про себя такие слова: «Мои помыслы чисты, потому негатив не излучаю, его и данному человеку не передаю. Его помыслы не знаю, поэтому себя от его мысли защищаю. Их не принимаю, свою судьбу не ломаю, биополе в целостности сохраняю». После такого действия вам не о чем будет переживать, но используйте данное учение только в самых особых случаях, так как негатив от острия на железе все-таки очень мощный. Если из рук в руки будете передавать соль, а соль вы знаете, что способна впитывать моментально те энергии, с которыми вы контактируете, то можете забрать у данного человека все то, что его тревожит, беспокоит, отдав ему что-то свое положительное взамен. И чем лучше жизненный этап будет становиться у данного человека, тем хуже, к сожалению, он будет у вас. Сольничку передавайте только передвигая по столу, или же предложите данному человеку самому все взять, так как это очень сильный энергетический проводник и действия его могут быть очень непредвиденными. Если у того, кому вы передадите соль, будет сильнее энергетическое поле, то соль свяжет ваше биополе воедино, и вы будете для данного человека служить как энергетическая батарейка, постоянно подпитывая его, благодаря чему он будет ощущать бодрость, энергетические приливы, ему будет хотеться творить, покорять вершины, а вы наоборот будете вялым и безэнергичным. У вас не будет сил как физических, так и моральных на действие такого плана. Если уж вы не можете отказать человеку в такой просьбе, подайте соль двумя руками и при этом про себя в этот момент скажите обязательно такие слова: «Только соль подаю, ей влиять на себя не позволяю, так как с ее помощью защиту для себя выставляю». Так вы обратитесь к соли за помощью и будете под ее защитой, поэтому она не сможет произвести ни энергетический обмен, ни объединение биополей. Нельзя также давать и хлеб из рук в руки, так как таким образом вы можете лишить свой дом изобилия, а себя денежной энергии. Проблемы, которые после такого действия начнут у вас происходить, отберут у вас все то, что вы имеете. Поэтому не рискуйте, негатив от данного действия ликвидировать нельзя. Ставьте хлеб на любую поверхность левой рукой, и пусть человек сам его берет. Кольцо также не стоит передавать из рук в руки. Его можно либо надевать на палец, либо класть на поверхность, чтобы другой человек его взял. Если не придерживаться этого действия, вашу жизнь наполнит проблемы личного характера, и вы можете оттолкнуть энергию любви, страсти, взаимопонимания. В семье после такого действия могут начаться проблемы. Скандалы, ссоры, это испортит кардинальные отношения между вами и может привести даже к разводу или же к разрыву отношений. Если такое действие произошло по незнанию, сразу возьмите данное кольцо, положите на белую салфеточку, сверху насыпьте щепоточку соли, далее зажмите в кулак в правую руку и поддержите под проточной водой, медленно считая до 8. Далее скажите такие в этот момент слова: «Соль негатив весь от действий вбирает, последствия не оставляет, вода все смывает, прочь убирает, негатив не распространяет». Когда время закончится, кольцо нужно вынуть, ополосните под проточной водой, а оставшуюся соль смойте и салфетку выбросите в канализацию, смойте. После вот такого вот простого действия данное кольцо не принесет вам вред, а только счастье и положительные эмоции. Наденьте его и проходите в нем не меньше 3 часов. В это время периодически прикасайтесь к нему и проговаривайте что-то хорошее от чистого сердца. Не забывайте, что каждая вещь имеет свою определенную энергетику и вибрации, и что с ними нужно обращаться
очень осторожно. Лучше продумать действия наперед. Если что-то вас смущает, не делайте этого, чем потом думать, как избавляться от возникших последствий и восстанавливать все то, что они успели уже у вас отобрать. Также, когда у вас кто-то что-то просит, бывает, например, у вас просят, например, тот же листок бумаги на работе, или соседка забежала, просит дать ей спички. Всякое бывает в жизни. В этот момент попросите, чтобы человек дал вам буквально одну монету или купюру самого маленького номинала. Когда человек будет вам давать, скажите обязательно слово «оплачено». Таким образом, вы уже не будете передавать друг другу своей энергии. То есть и вам не о чем, тогда уже не о чем беспокоиться и переживать. Используйте, пожалуйста, эти знания в своей жизни. Лучше продумать все свои действия, чем потом думать о том, как же от этого всего избавляться. Девочки и мальчики, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Заходите на наш сам канал, выбирайте видео и смотрите. Возможно, вы прямо сейчас найдете ответы на важные вопросы. Ну а прямо сейчас на экране вы видите, друзья, 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.